как вы понимаете, я не юрист. И я не специалист по ЮКОСу. Я считаю себя просто здравомыслящим человеком. И когда попадаешь в этот суд, я здесь уже не первый раз, как вы знаете, то настолько вот прислушавшись ко всему этому, попадая в эту атмосферу, сразу же бросается в ощущение и в мысли то, что это сфабрикованное дело. Оно как было фабрикованным, точно так же вот этим господином Лахтиным, оно все время идет вот по одной и той же линии. Оно совершенно не меняется. И вот сегодня я впервые слышу свидетеля, которым предоставляется все время договор о состоявшем, о том, что должно быть. Но, как я понимаю, кроме договора должны быть еще документы, которые говорят о движении этой нефти, да? О том, это же не в ведрах, это же ее нельзя выпить, ее нельзя съесть. На все существуют документы. Я как понимаю, и даже на вот этих трубах там тоже есть датчики, да? Все время, как я понимаю, пытаются доказать то, что нефть исчезла, украдена и превращена в деньги, которые вынесены. Вот мне, не специалисту, ясно все это. Ясно, что это специально направлено, суд направлен вот в такое вот русло. Потому что когда господин Лебедев задает совершенно элементарные вещи в ответ на это настолько очевидно, что это моментально разбивает все те вопросы, которые задает Лахтин. И уже дальше вопросов нет. Как волнуется этот сегодняшняя свидетель, она просто чуть в обморок, по-моему, не упала. Потому что вот все это вызывает ощущение не желания справедливости, как сегодня высказал первый там прокурор или кто-то, а запугать свидетеля. Вот я чувствую, они задают массу таких вот, дает книги, тома, и он задает ему, показывает, он начинает дрожать и волноваться. То есть, все идет по схеме, как во всей нашей жизни. Запугать людей, праведных людей сделать неправедными, доказать, что они занимаются хищениями в то время, когда страна погрязла в воровстве, безнаказанности и полное отсутствие справедливости и суда. Вот этот процесс, мне кажется, он вообще очень важен для истории России, потому что это время, которое идет вот под всем, потому что ЮКОС была открытая, прозрачная компания, которая выросла на глазах у всей страны, когда были неплатежи, когда я просто бывала в тех краях, и в Нефтеюганске была, и в Сургутнефтегазе, я знала, на какой стадии находится добыча нефти. Все было в советское время доведено до ужасающего состояния, нефть добывали примитивно, открывают скважину, вытащат там ее и идут дальше. Тундра уничтожена, скважины были уничтожены, а ЮКОС сделал нефть, в общем-то, нефтяную промышленность сделал, по-моему, первоклассной. И это знала вся страна. И если, во-первых, налоги большие платили, 30% бюджет – это очень большие деньги. Я знаю, что в то время как «Газпром» платил всегда 20%. Но слов нет. Нет слов. Мне просто обидно, что лучшие люди нашей страны, которые могли приносить столько пользы и способствовать процветанию ее, они сидят в этом аквариуме. Я полюбила этих людей, потому что я прихожу сюда не первый раз, и ухожу отсюда, напитавшись их энергетики, людей, которые находятся в заключении, но они дают нам совершенно другие ощущения, чем те, которые дарят нам этот суд и эти прокуроры.